Американская граница не защищена, забора нет. Иногда это сотни миль колючей проволоки 30-летней давности, которая вся заржавела и развалилась. Каждые 150 метров в проволоке разрез. И люди спокойно проходят. Вы можете увидеть там следы в направлении в Штаты. В Мексику никто не эмигрирует. Губернатор Аризоны Джен Брюер просит высший арбитражный суд пересмотреть решение о запрете нового закона об иммиграции, вызвавшего многочисленные споры. Тем временем Аризона планирует бороться с бесконтрольным потоком нелегальных иммигрантов за счет укрепления границы с Мексикой, независимо от того, посчитает ли федеральное правительство нужным выделить под это бюджет. Общая протяженность границы между Мексикой и штатом Аризона 600 километров, 70 из которых забор. Остается построить 530 километров, и это немало. Местное народное ополчение в твоем городе набирает волонтеров, храбрых и бесстрашных, защитить Америку от иностранного и внутреннего врага. Эту группу нелегалов поймали, не используя камеры или другие технологии, очень старомодным способом пограничного патрулирования. Когда мы ловим группу нелегалов, оформление прецедента – это очень трудоемкий процесс. Вот их координаты. И обычно наши люди на Земле работают с беспилотными летательными аппаратами, связанными с контроллером. После 11 сентября я начал исследование в интернете, чтобы понять, как угонщикам самолета удалось добиться своего. Я обнаружил, что половина задействованных в террористических атаках – это люди, которые нелегально проникли на территорию Америки. Кажется, что федеральному правительству безразлично, как применяются иммиграционные законы в этой стране. Люди же проникли сюда под прикрытием, в тени, смогли спланировать атаку на Всемирный торговый центр и убить более 3000 человек. Никто не ведет учетную ведомость того, сколько зараженных нелегалов приезжает в Америку. Многие из них с смертельным заболеванием. Эти случаи фиксируются, когда больной человек попадает в госпиталь или ребенок идет в школу. И школьный доктор обнаруживает детей иммигрантов с гепатитом. Или работодатель. Это распространено. Но кто их считает? Может быть, таких 70% от всех иммигрантов, тех, что с серьезными заболеваниями. ФБР, конечно, ведет учетную запись всех нелегальных иммигрантов, которые стали участниками убийств или насилия. Имеется в виду вождение авто не в трезвом состоянии и убийство в результате ДТП. Ведь бывает, что погибают целые семьи. 25 тысяч американцев погибают от рук нелегальных иммигрантов ежегодно. Эта цифра за 2007 год. То есть, возможно, на сегодняшний день она значительно выросла. Человекоубийство, поножовщина, стрельба, удушение, насилие, убийство на почве кражи, на почве наркотрафика. Американские граждане берут в свои руки борьбу с нелегальным потоком иммигрантов. Сегодня ABC встретились с группой волонтеров, планирующих самостоятельно дать отпор мексиканским наркокартелям и работорговцам. Приходите вооруженными, ситуация очень легко выходит из-под контроля. Извините, мистер. Какого хрена, уроды? А ну-ка сюда, иди. Стоять. Что вы здесь делаете в костюме? Какого хрена? Я основал активистскую группу Minutemen, самую крупную по численности со времен войны за независимость. У нас было 1250 волонтеров, которые поехали за мной в Аризону, на расстоянии 870 километров отсюда. Мы доехали до самой границы и установили 36 пограничных пунктов, которые покрывали 26 миль открытой границы с Мексикой. Когда мы туда прибыли, мы фиксировали минимум 25 случаев попыток нелегального пересечения границы ежедневно, только на этом участке границы. Через 10 дней мы свели эту цифру к нулю. Вот там, с другой стороны лаза, Мексика, прямо насквозь. Это туннель из Соединенных Штатов в Мексику протяженностью примерно 16 метров и 70 сантиметров в диаметре. Как видите, этот лаз не закрыт решеткой, и это позволяет мексиканцам прибывать в Америку в режиме нон-стоп, избегая обнаружения и ареста. Им стоит сделать несколько шагов, и они свободны на территории Соединенных Штатов. Как видите, отверстие туннеля достаточно большое. Крупный мужчина может без проблем в нем поместиться. Нам не нужны бандиты, нам не нужны наркосиндикаты, убийцы, педофилы, банкроты. Откуда бы то ни было, из Вьетнама, с Кубы или из Москвы, или из Англии, или Канады.
Те, кто находится здесь нелегально, должны быть репатриированы к себе на родину. Эта труба приглашает. Милости просим. С нашей стороны или со стороны Мексики. Это приглашение. Она не то чтобы охраняет границы. Она говорит: ну же, лезь, мы построили тебе лаз. Вот эта водосточная труба. Ее даже сделали из гофрированного материала. То есть в местах под уклоном по ней можно карабкаться. Вы не подскользнетесь. Самая ирония в том, что над этим лазом стоит 4-метровая металлическая стена, которую поставила либо инженерная служба армии, либо национальный патруль. А вот стоит очень милый маркер парковочного места. А вот тут под стеной расположен туннель, который манит пересечь границу. В чем смысл стены тогда? В основном нелегалы — это испаноязычное население. Оно невероятно быстрыми темпами растет. И США, на мой взгляд, быстро превращается в латиноамериканскую нацию. Через 50 лет вы встретите здесь больше латиноамериканцев, чем любой другой народ. Если 12 миллионам нелегалов будет предоставлена амнистия, американская граница превратится в портал с пропускной способностью 300 тысяч человек в год. А через несколько лет это дойдет до миллиарда. Никому не хочется позаботиться о том, чтобы закон применяли в действии. Никто не хочет платить за это цену. Это слишком большое усилие. Это та самая война против терроризма, объявленная президентом Бушем. Все потраченные миллиарды спустили по этому стоку. И это не единственная труба. Так мы открыто приглашаем наркоторговцев и наркокартели использовать этот лаз для транспортировки наркотиков на сумму $1 миллиард. Через этот маленький туннель ежегодно проходят миллиарды долларов. Вы будете встречать чувство расового превосходства везде, куда ни пойдете, в любой расе и вере. Не только среди белых, которые самые, что ни на есть, ярые сторонники превосходства белой расы. Черные, которым не нравятся те, которые не черные. Азиатские гангстеры, которым не нравятся те, кто не азиаты. Американские индейцы, которые ненавидят всех, потому что они считают, что Америку у них отобрали. И мексиканцы, латиноамериканцы, испаноязычные нелегальные иммигранты, которые ненавидят меня, потому что я белый. Белый парень, который добивается того, чтобы мы жили по букве закона. Арийское движение, нации, Клус-клан. Но на их фоне сильно выделяются черные пантеры, азиатские преступные группировки, американское индейское движение, Ля Раза. И существует сильное подразделение, эквивалентное нацистам и черным пантерам. Мексиканские коричневые береты. У каждой расы есть свои нацисты. Лига защиты евреев, антидефамационная лига. Я думаю, что это еще более жестокие люди, чем нации. Мыслят абсолютно так же предвзято и по-расистски. Это называется индустрия ненависти. Все активисты, в том числе и мой проект Minutemen, все мы, по сути, часть этой индустрии ненависти. У нас в США нет больше места для иммигрантов.